бы с родиной попрощаться, да. Не знаю, что на времени всегда не... Скажем, лучше на время до свидания. Да, на время до свидания. И как бы мы с тобой границы эти пересекли. И у меня это слово, как бы, граница, оно сейчас стало каким-то доминирующим. Это такой этап какой-то, когда ты начинаешь как бы рефлексировать, вот, граница страны, да, граница моего воображения, граница моей там, творческой свободы. Да, и все время я пытаюсь как бы понять, можно ли, нужно ли преодолевать их, можно ли, и вот как бы опасность, да, преодоления, да, насколько она оправдана, то есть насколько как бы смело можно шагать, да, и может быть для творчества, а может не нужно как бы шагать через эту границу, через любую границу. Что думаешь про это вообще? Я думаю, что слово ограниченный ругательное вообще, да, говорят, он какой-то ограниченный, ну, то есть говорят как, ну, недалекий, да, вот говорят слово ограниченный, и, ну, это ж один корень, да, граница, и вот в последнее время, да, то есть в последнее время, я вижу, что, вот видел в каком-то кафе, стройте больше мостов и меньше стен, да, вот весь мир, он строит мосты, вообще вся планета, она же коллективная, созидательная, то, что я воспеваю, да, в своих вот этих песнях, да, вот это анархосиндикалистское, вот это даже немножко цыганское, да, вот это не большевистское, да, вот многие, да, а коллективно-созидательное, да, то, что делают театры, да, то, что делают, да, группа, коллективно-созидательное. Вот весь мир ищет вот эти какие-то возможности, даже вот в фильме сейчас был «Марсианин», и там, ну, попсовый такой фильм, и уже американцам помогают китайцы. Там, ну, то есть они же главные теги и векторы политического развития, они через блокбастеры, через... И получается то, что мы с тобой сейчас, о чем мы говорим, это совершенно маргинально и непонятно во всем остальном мире. Поэтому настолько сложно было вот сегодня идти, стоят панки всякие, мы там со мной ребята там с андеграунд хардкором, говорим, прикинь, подойти вот к пацану с ирокезом, который стоит в огромной очереди на какой-то панковский концерт, и сказать: привет, мы музыканты, мы из Беларуси, мы запрещены за свою музыку. Он скажет: да ну, вы, наверное, радикальные нацисты там. Да, то есть вы, наверное, поете, что кого-то надо сжечь, убить. Мы говорим: нет, мы поем, ну, что надо любить мир, там, заниматься спортом, не знаю, восхваляем там солнце, восхваляем здоровый образ жизни, то есть какие-то такие вещи. Он покрутит у виска, и он скажет: я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы для него будем совершенными инопланетянами. Но, да. В творчестве как бы есть границы, которые ты не переступишь? Я в последнее время больше всего не люблю слово аполитичность. Все, что связано с... То есть я считаю, что современный художник, он просто обязан, если не в своем искусстве, то в своих интервью, я не знаю, в своем инстаграме, или просто сказав: я выписываю вот такую газету. То есть он обязан говорить о том, что он существует в политическом контексте. Да, но видишь, мы сейчас с тобой в стране, где каждый актер, музыкант ведет какой-то социальный проект. Он чем-то занимается, да, он за кого-то заступается, он кого-то помогает. И здесь не объяснишь, что там художник не политик. В политике, да. Себастьян Сальгадо, такой знаменитый фотограф, он сказал: для того, чтобы стать фотографом, сегодня нужно знать основы геополитики, экономики, политики, быть постоянно в ленте новостей и следить за всем. Тогда вы можете стать фотографом. Да? То есть, как бы, я полностью согласен, потому что ты, ну, иначе ты живешь, я не понимаю, о чем ты, да? То есть, что ты хочешь мне, о чем ты хочешь рассказать. Да, и вот, наверное, табу. Даже когда, ну, там, я с Бруто пою псевдо, да, примитивную песню Гири, примитивную песню Гири,
мы ее все равно облачаем мы ее помещаем и территориально, и вокруг есть наши убеждения, есть наши татуировки, есть наш жизненный путь, есть личная позиция каждого из нас. Потому что аполитичность современных художников и музыкантов, и аполитичность художников и музыкантов Беларуси 90-х, вот 90-х, и я был в свое время тоже таким циником, там, над всем этим насмехался, да, мы это все мы именно должны были. Мы должны были формировать, мы должны были про это говорить, мы должны были про это заявлять ярко и мощно. Мы тогда это не сделали, когда у многих из нас были выходы на огромные площадки Беларуси, когда мы выступали во дворцах спорта, КГ «Сердитый праздник», когда кто-то из нас разогревал ДДТ на стадионе «Динамо», мы все были там, и, к моему глубокому сожалению, с мира, большого мира музыки, культуры, мы сняли только вялое буржуазное какое-то брюзжание. И появилось вот это такое мумитрольщина, вот такой вот контекст хипстерский. А это всего лишь часть огромного мира, и то они все в политике. Это был, наверное, второй год, когда я приехал в Минск, и это было совершенно безграничное и сумасшедшее время различных арт-свобод. Потому что даже тогда группа Ляпис Трубецкой вместе уже делала какие-то перформансы. Тогда уже у меня намечался вот этот театр бамбуки. Все это было дико востребовано. Это было мы не делали в стол. То есть была огромная потребность в новом каком-то искусстве. Поэтому Минск был, просто его разрывало различными фестивалями и приездами. Я помню, что я ходил на концерты Марка Альмонда, я ходил на концерт Лайбаха, я ходил на концерт Ниди Рэпа. И фестивали, какие-то арт-биеннале, что-то вот такое. И все это в андеграунде, и при этом все это на хорошем уровне. Вот сейчас мы здесь в Лондоне, и я вижу, что вот эта атмосфера Минска, она в принципе соответствует атмосфере сегодняшнего Лондона. Точно так же я в Минске видел очень много и познакомился тогда с уймой различных неформалов. Было очень много людей, неординарных, людей необычных. И все необычное было востребовано. Это было интересно. К таким людям тянулись. Они были не маргиналами, а они вели всех вперед. То есть они были авангардом. То есть Вася Почицкий, покойный Вася Шугалей, это были люди авангарда, люди, вокруг которых формировались какие-то группировки, вокруг этих людей они формировали какое-то мнение, моду, и этих центров было великое множество. Поэтому вот первое, что мне в голову пришло, что Минск 90-х, вот начало 90-х, он очень похож на Лондон, который вот сегодня мы видим. Масса, дикая масса людей, мнений, все это как в каком-то броунском движении. Вроде не видно никаких командиров и начальников, но какой-то был в этом порядок особый, такой интересный. А ты как бы себя того, ты как бы ощущаешь, какой ты был вообще? Ты как можешь себя оценить того сейчас? Ты поменялся вообще, не поменялся? Я был намного наивней, я был менее циничным, но я был совершенно неопытным, и поэтому на один хороший поступок, на какое-то правильное действие было 10 контрдействий, 10 вообще каких-то чего-то в никуда, но это все компенсировалось дикой энергией, совершенно необузданной энергией, энергией, которая как раз-таки совпала вот с этой энергией Минска. То есть я не был никогда одиночкой. То есть меня воспитывала, я всегда принимаю в себя среду. И в Минске мне повезло
тусоваться на Пингвине, встречаться с такими легендарными людьми, как Леша Змей, там, Зелинский. То есть я был в закулисье всего минского андеграунда, и эти люди меня вдохновляли. Я видел рядом, ну, то есть на вечеринках, когда там, ну, не знаю, вокруг был еще только перерождающийся какой-то мир, вот, я видел очень интересных, необычных людей, которые тоже влияли на меня. Сейчас, конечно, мне, может быть, и не хватает пустой чаши. Вот хорошая очень в моем любимом дзен-буддизме есть вот эта притча, когда приехал к мастеру дзен какой-то профессор, назовем его Сузуки, да, вот он приехал, и мастер ему разливает чай, а профессор ему говорит: я изучал дзен-буддизм там, я ездил к этим ламам, я был на Тибете, там и все. А тот ему льет чай, и чай начинает переливаться, и льется. Он говорит: вот смотрите, вот чашу перелить. Он говорит: так ты приди ко мне с пустой чашей. Ты пришел с полной чашей. Мне сегодняшнему очень не хватает пустой чаши. Поэтому моя сегодняшняя формация, мои сегодняшние братья, это люди, которые очень похожи на меня молодого. То есть самый старший в Бруто младше меня на 10 лет. Наблюдал как бы твою трансформацию в этом. Как бы, она очень была такой, как тебе сказать, хрестоматийной, такой очень показательной, да, когда человек шаг за шагом становится все более четко артикулирует позицию. Даже если вот прослушать твои интервью разные, да, то так чуть-чуть, сейчас уже все понятно, да? Но многие говорили, что нет, это он играет в политику, он не это самое. Я говорю: подождите, ребята, все не так, потому что я вижу шаги, и шаги как бы, они как бы по лестнице куда-то, да? И это было, для меня было комфортно, потому что мы-то были такими вырожденцами, да, такой театр, как бы, политический театр, как бы, не театр, просто театр, да, то есть, потому что здесь тоже в Британии, ты скажи кому политический театр, я тебе скажу. Но у нас есть один политический театр, Tricycle, но про политику и про нашу жизнь, как бы, все театры, все, не может театр остаться вне современной жизни, да, и заниматься бесконечным Чеховым или Шекспиром. Нет, все надо сегодня, сейчас, когда зритель будет ходить. И поэтому мне было комфортно, что мы как бы движемся как-то так одинаково, да. И я ожидал, что это движение станет мощнее, как бы, что те, кто заразится, да, тоже смогут, но я был потом разочарован, что это не стало таким как бы внятным движением всех. Не всех даже, пусть небольших групп, но оно не стало. Как по Егору Летову, да, когда ты делаешь свое дело, тебе не обязательно знать, что плечом к плечу рядом с тобой там сотни каких-то бойцов. Когда ты что-то мутишь, когда ты что-то делаешь, у твоего условного друга, да, условного друга, есть возможность перезарядить. То есть я думаю, что именно отсутствие массивной какой-то, да, такой вот, и нас не лишает как минимум лица. У твоего театра есть свое лицо, у моей группы, у меня есть свое собственное лицо, свой творческий путь и, самое главное, огромная возможность для маневрирования. Если бы мы стали какой-то огромной такой политической силой, которая, вот, допустим, называлась бы оппозицией Беларуси, то мы бы все время с тобой бы искали бы какой-то консенсус. Мы с тобой разговариваем, улыбаемся, увидели, спросили что-то. Мы с тобой заодно, но нам не надо согласовывать наши действия. И вот и в этом плане тогда мы больше подходим для герильи, потому что герилья в наше время против огромной системы, да, огромной, мощной и, я хочу сказать, талантливо сработанной. Талантливо сработанной. Вот там коллективная у орков, да, и вот у Мордора, у них получается быстрее, чем у нас. Да, потому что у них нету времени на раздумья, они четко выполняют быстро команды. Команды простые. Да, и в этом их плюс, и в этом их минус. А по поводу границ есть удивительная какая-то, удивительная совершенно, и для меня совершенно непонятная, ну вот
у властей, да, допустим, в Беларуси наивная уверенность, что нас там нету, что нету тебя там или нету меня. Я в Беларуси не даю концерты уже 5 лет. При этом там дают какие-то премии за какие-то клипы, там все время рецензии, там все время резонанс. В свое время, я когда-то сказал, говорю, так вы делаете из маленького, да, маленького клоуна в штанишках, вы делаете Бэнкси. То есть, получается, мы можем сейчас, знаешь, типа так говорить, вообще все классно, они наши помощники, да, и будем слать им отчисления от своих гонораров там, в Министерство культуры, ведомства силовые, следственные комитеты или еще что-то. Я просто хочу сказать, что мы, вот у меня альбом, да, «Родный край», да, вот клип «Родный край», он о том, что мы здесь, и мы здесь, в Беларуси. То есть мы оттуда никуда не уезжали. Вот эта коллективная шизофрения, она именно из-за того, что информационные блокады и информационные напалмы, да, вот эти военные формулировки, они сейчас работают вот на людях и на наших территориях, да, там, на наших территориях. И поэтому то, что делается сейчас, вот эти фестивали, объединения, то, что в этом принимают участие люди, которые играют, которые для наших зрителей, возможно, более уважаемые, и уж точно они не подумают, что Джуд Лоу работает на Обаму там, или его подкупил Моссад, им в голову это не придет. Поэтому очень приятно, что люди, у которых есть имя, у которых есть лицо, и уж которых точно никто в системном сговоре не заподозрит, они появляются рядом. И вот информационная граница, когда будет разрушена, все эти границы не выдержат. Хоть 10 каких-то, хоть с током, хоть пусти с собаками, хоть, я не знаю, хоть с быками. Там. Да, согласен. Поэтому вот, наверное, важно, до чего мы договорились, да, наверное, что эти-то границы, они несущественные. Вот информационный современный художник, он обладая, Вэйвэй, да, человек, который рушит вообще все представления о Китае, которые, возможно, есть Китай, который у нас там мы представляем в голове, там 2000, а потом мы смотрим на его работы, и мы понимаем, что мы вообще Китай не знаем, что Китай это, Он сейчас, когда, представь себе, он сидит под домашним арестом. Мы просим его сделать логотип для этого концерта и для фестиваля, да? И он делает, и он говорит, когда нужно. И мы говорим, дедлайн 12 часов дня от такого-то числа. И он присылает ровно в дедлайн. То есть не рассказывает нам, что я номер один в мире. И это. Нет, он сразу же посылает. Если ты ему присылаешь майку с этим логотипом, то он сразу ее одевает, фотографирует и дает в эфир. Да? Потому что у человека есть абсолютно понимание вообще, где он находится, как он живет. Отважный совершенно. И умеет идентифицировать своих, наверное, наш тезис, что мы не маргиналы. Мы говорим то, что может помочь всем. И если мы говорим вам наперекор, то это тоже очень хорошо. Это очень хорошо. Весь мир состоит вот из этого. Про что ты вчера говорил? Сегодня будут правые будут копить, потом придут левые, всем раздадут. И этим не дадут долго копить. Да, и тем не дадут. И тем долго раздавать. То есть смена, новая, генезис, развитие, вот в этом должно быть. Родний край, я так ворог мене не чекай.